Друзья, приветствую! В середине декабря я вновь отправился в место, где осенью позировали барсуки, медведь и даже рысь. Но, разумеется, с приходом зимы обстановка здесь, как и поведение животных, изменились до неузнаваемости. И единственными, кто попал в поле зрения, стали лоси. Но зато это было целое семейство. И здесь отчетливо видно, как подростки остановились в ожидании матери, которая отстала, но минуту спустя уже вовсю догоняла потомство. Совсем скоро двойня оказалась возле второй фотоловушки, и вот семья уже перед камерой в полном составе. Разумеется, незнакомый объект вновь подвергся пристальному осмотру, но на этот раз без тесного контакта с носом. Некогда поваленное голодным барсуком дерево также удостоилось внимания, но поживиться здесь сахатым было нечем, поэтому скоро, возможно, чем-то встревоженное, животные спешно убежали в сторону леса. Пару дней спустя вечер за неспешной прогулкой коротала упитанная самка, разбавляющая привычный рацион хвойными породами. Возможно, дети были где-то неподалеку, но об этом история умалчивает. И через 2 дня фотоловушки покинули это место до ближайшей весны. А значит, пора переместиться в леса ближе к дому, где во время моего визита стояла по-настоящему волшебная погода, установившаяся после снегопадов, которым с непривычки удивлялся даже заяц. Но на самом деле он всего лишь проявлял бдительность, ведь в этих местах она не бывает излишней. Мои следы его мало волновали, а вот присутствие лисиц и собак требовало постоянной готовности к побегу. Еще какое-то время пушистый зверь изучал местность, а после вновь насторожился. Видимо, почуяв неладное, заяц долго прислушивался, а после предусмотрительно пустился на утек. Возможно, его спугнула бродячая собака, которая пришла на следующую ночь, и приманки, предназначенные для лисы или куницы, были без особых усилий обнаружены и аккуратно присвоены. Что интересно, прошлыми зимами собаки были здесь очень редкими гостями. Наверное, дело в том, что в этом году снега очень мало, и весь местный лес пронизан собачьими тропами. Вполне вероятно, когда снегопады все же увеличат снежный покров до привычных значений, собаки забудут сюда дорогу. Ведь не испытывая страха перед человеком, они свободно перемещаются по нахоженным тропам и дорогам, как и этот представитель семейства псовых, которого я встретил по пути к дому. Спустя всего 3 часа после визита одного из главных местных врагов на место пришла лисица, которую не смущали ни свежие следы, ни наличие камеры. И каким-то чудом ей даже удалось найти незамеченный псом кусочек. Лиса не спешила уходить и тщательно обследовала местность, собирая информацию о незваных гостях. Потом она вновь направилась в сторону фотоловушки, где после изучения следов решила оставить основательное послание для нежелательных соседей. А после, совершенно забыв о привычной бдительности, хищница вновь принялась за поиск мясного лакомства. Но, судя по всему, после визита собак здесь остались лишь жалкие крохи, и только раскопанные в поисках ямы по-прежнему хранили запах былых запасов. Три дня спустя лисица вновь вернулась, и невзирая на то, что ничего свежего здесь так и не появилось, за неимением других вариантов утолить голод, рыжая вновь решила довериться своему обонянию, которое подсказывало, что где-то глубоко по-прежнему можно раздобыть что-то съедобное. И, наконец, после необычайно долгих раскопок лисе все же улыбнулась удача. После короткой трапезы место снова было помечено, чтобы отвадить наиболее наглых конкурентов, после чего с чувством выполненного долга хищница наконец удалилась.
После моего визита лиса пока не появлялась, но нежданным посетителем стал рябчик, который не без удовольствия лакомился пока еще свободным от снега черничным кустом. Также он не упустил возможности попробовать ивовые почки с ветвей, которые я в качестве эксперимента положил для привлечения зайца. И, как выяснилось, птица была здесь не одна. В целом, почки таких деревьев, как ива, ольха, береза или осина, становятся основной зимней пищей рябчиков, но пока они успешно справляются с поиском провизии на земле. Казалось бы, кусты ивы в избытке растут рядом на опушке, но пройти мимо доступной пищи оказалось просто невозможно, поэтому почки жадно поглощались одна за другой. В этот период рябчики могут жить как по одному, так и парами, и иногда даже небольшими стаями. В наших краях встретить птиц не так сложно, к тому же они далеко не самые пугливые, и хотя подойти к ним вплотную вряд ли получится, часто дистанции более чем достаточно, чтобы запечатлеть несколько минут жизни этих красивых пернатых. А еще проще услышать их протяжный писк, который ни за что не спутать с голосом других лесных жителей. Что касается зайцев, ветви ивы их не особо интересовали, и даже оказавшись в непосредственной близости, упитанный косой не обратил на подготовленный для него презент ни малейшего внимания. Зато он активно изучал следы и совсем не торопился покидать поле зрения фотоловушки. За пару дней до моего визита перед камерой появилось сразу два зайца, которые перед рассветом торопливо исследовали опушку. Учитывая скудный снежный покров, у них было более чем достаточно пищи, поэтому ивовые ветви вновь остались неудел. Через 2 дня, ровно в то же время, подозрительное место вовсю изучалось лисицей. Вполне вероятно, это другая, более опытная особь, ведь прошлая лиса совершенно не боялась позировать прямо перед камерой. Эта же хищница при малейшем намеке на опасность предпочла удалиться и обойти нахоженное место, соблюдая почтенную дистанцию. Возвращаясь, чтобы проверить камеры, я увидел далеко не самого частого лесного обитателя. Это белоспинный дятел, который очень похож на большого пестрого дятла, встречающегося здесь повсеместно. Запечатленный мной вид, как можно догадаться, отличается белым низом спины, и его излюбленным местом обитания являются старые леса с большим количеством погибших деревьев, ведь именно там при помощи крепкого клюва можно легко найти личинок насекомых. Причем на Дальнем Востоке это вполне типичный лесной трудяга. В европейской же части России встретить его не так просто, и мне эта птица попалась на глаза лишь 2-й раз в жизни. А на этой радостной ноте выпуск подходит к концу. Оставайтесь на связи, чтобы быть в курсе лесных новостей. До скорого!